Всем доброго утра, всем хорошего, отличного настроения. Время 5:30 по Москве. И я хочу с вами, девочки, позавтракать так плотненько. У меня сегодня вот такой плотненький завтрачек. Картошка с мясом и с грибами жареная. Вот рухан и компот. Ну, конечно же, кусочек хлеба. Муж убежал у меня на работу. Ускакал. Девочки, все дела. Вчера мы картошку не отведали, потому что вчера наелись, супа горохового. А знаете, пук-пука вообще не было. И вот я не знаю, девчонки, почему, да, говорят, от горохового будет живот распирать. У меня, кстати, раньше распирал почему-то, чуть-чуть, да? А в этот раз не было ничего. Не знаете причину? Соль надо, девочки, я забыла соль. Угу. Вот это удивительно. Колечко получил свою порцию утренних люлей. Угу. Без этого он не может спокойно идти на работу. А знаете за что? За то, что вот эта коробка из-под обуви, которая стоит у меня здесь на стуле всегда, ему, видимо, помешало. Этот кружок ставлю на спинку, коробку на стул. Ну, я же периодически делаю мукбанги, девочки, понимаете, да? А он такой, хозяин, блядь. Убери коробку, она мне мешает. Я говорю, а что это она тебе мешает, блядь? А вдруг люди придут? Вы знаете, я как орала, девочки? Я говорю, какие нахуй люди, блядь? В мой дом придут, блядь. Бабы твои? Угу. Я у себя в своем доме, говорю, в своей квартире. Не хочу, там и поставлю. Знаете, какая вот у меня? Убери, сказал. Я говорю, я тебя сейчас уберу быстрее. Угу. А люди придут. Я говорю, какие люди? А вдруг ладушка с невестой приедет. Стрелки перевел. Я говорю, что, ему коробку помешаешь, что ли? Ты говорю, что пиздишь? Угу. Ходят в зале. Подненький не смотрит, копыта свои не поднимает. Вчера пару раз об пылесос стукнулся ногой. Я девочка так и не пылесосила вчера. И, это. Он говорит, убери пылесос, ты чего на дороге поставил? Он не на дороге, он сбоку стоит вообще. Я говорю, я буду пылесосить когда-нибудь. Потом, говорит, возьмешь. Я говорю, когда, конечно, блядь. Ты что, говорю, мне указываешь, блядь? Угу. Он мне не мешает капать. Ты, говорю, поднимай под ноги, смотри. Оно задерет, кто я, головка. От патефона. Сегодня идет то же самое. Опять сукнулся. Ой, Маргаслеп еще вашим, что могу сказать? Девочки, хочу сегодня вам историю рассказать.
Про своего покойного мужа. Такую историю вы нигде не слышали. Буду кратко рассказывать, девчонки. Ну, встретились мы с ним, все такое, да, там, дружили туда-сюда. Долго не дружили. Он мне сделал предложение выйти за него замуж. Ладошке на тот момент было 6 месяцев. Мы подали заявление. И, короче, назначили день. Наша, так сказать, свадьба. Угу. Сейчас, девочки, ни свидетелей, никого не надо. На тот момент нужны были свидетели. Нашла я свидетелей. Своего знакомого. Имена не буду озвучивать, потому что мы тут все местные. Это крайне будет неприятно, о ком я буду говорить людям, да? Они потому что смотрят меня. Вот. Ну и девочки, что? И свою родственницу. Мамину двоюродную сестру. Муж был у меня старше на 11 лет. Он с ней практически ровесник. Ну, тут, значит, мы дома отмечали, да, все в кругу, как бы, семьи, там, ну, ближайшие родственники были. С моей стороны, с собой стороны никого не было из родственников, потому что он человек приезжий, говорил, что он с города Николаева. Вот. И что такое? Стол туда-сюда, ну, все, короче, как надо. Отметили, девочки. И потом говорит родственница моя: пошлите ко мне домой. У меня, говорит, дома самогонка есть. Выпьем, поболтаем. Ну, ее домашняя самогонка. А он у меня мужик был здоровый. Высокий такой, крепкий. Не толстый, а крепкий. Как орех. Угу. А акцент какой у него одесситский был, девочки, красивый. Для самолет был симпатичный. Вот. Мы, короче, пошли. Свидетель, она к ней. И мой муж уже на тот момент. Она там закуски на стол разложила. Рюмочки такие, знаете, 70-граммовые. А ему поставила... Раньше были такие стаканчики. Типа кружечек вот таких, да? Но они поменьше размером были, там с рисунками. Может, кто-то видел такие. Хрустальные. Горлышко зауженное, книжка немножко расширенная. Там рисунки выбитые. Ну и вот. Грамм 100 граммовые или 120 граммовые. Она ему поставила и говорит: что ты, говорит, будешь, как ты, как слона дробина. А он трезвый, девочки, напиться никак не мог. Ему надо было море выпить. Угу. А я ей говорю: зачем ему ставишь это? Он здоровый мужик, который его еще ничего не пробирает. Ну ладно.
Сидим, калякаем, малякаем, короче, болтаем, да, выпиваем. Время уже за 12 перевалило. Февраль был, зима. Я говорю, давайте потанцуем. Ой. А свидетель был помоложе. Ну, постарше немножко меня. Чуть-чуть. Помоложе их. Я говорю, давайте потанцуем все вместе. У нее работал этот магнитофон кассетный. Она. Вы танцуете, вы молодые. А мы с Игорьком поболтаем. Угу. Мы тут танцевали. Такие уже все навеселе. Я смотрю, у меня, короче, Игорь уже такой. Прилично, уже пьяненький. И вот сейчас, девочки, узнаем, была измена или нет. Я захотела в туалет. А туалет у меня на улице был, во дворе. Я теперь говорю ему, Игорю своему. Он готов сидит. Пошли-ка в туалет, говорим. А она говорит, ну ты, говорит, со свидетелем выйти, говорит, он тебя там покараулит. Че, говорит, он, видишь, он уже там пьяненький. Ну ладно, девочки. Ни сном, ни духом, девочки, я бы не подумала, что может такое случиться. Что же она родственница, девочки? Понимаете? Он чужой человек. И моя крестная мать. Она меня в церковь крестила, девочка. Мы с ним вышли в туалет, я сходила. Идем назад. А там фонарь светит, окно такое в коридоре. И светит с улицы фонарь. Освещает коридор сам. Общий. Ну, там общий коридор. И они уже вышли из квартиры, да, в коридоре стоят, да. Он вот так вот облокотился о подоконник. Она маленького роста, девочки. Я никогда не забуду этого. Всю жизнь девочки в глазах стоит. Вот так обняла на нем, повисла и целуется девочки в засос. А он, девочки, никакущий. Угу. Вы представляете, да? Что со мной на тот момент было? Я как это все увидела. А не раз увидели, что мы идем. И раз вот такие пошли вперед туда, в квартиру. Нашли и сели, как ни в чем не бывало. Нет, не сели. Она ему говорит, пойдем, я тебя положу на кровать в спальню. Девчонки. Я эту ватрушку не съем. Целую, девчонки. Не смогу. Я наелся этой картошки. Я вот так вот сделаю. И вот. Пойдем, говорит. И положила. И теперь мы на кухню, она и мой этот свидетель зашли. Она говорит, Оля, иди сюда. Поговорить надо. А у нее на тот момент мужа не было. Зачем, говорит, он тебе? Он тебя все равно, говорит, не любит. Угу. Я говорю, как так не любит? А я же молодая была. Мне было 19 лет, девочки.
А вот так. Ты же видела, что мы с ним целовались? Пойдем вот сейчас в спальню, я тебе проверим. Сможет ли он тебе изменить? Я говорю, ну пойдем. А у него, короче, две кровати вот так стояли. Когда заходишь, у одного края там стояла кровать, и у другого. А здесь сюда поближе шкаф трехстворчатый. Она открывает шкаф и грызалась туда. Сядь, посиди в шкафу. И послушаешь. А у меня девочки было белое платье, не свадебное, а обыкновенное белое платье такое. Вот типа, знаете, какого? Ну, только не такое, да, он типа такого. Как Елена Павловна вот выступала в розовом платье. Танцы-то вот сейчас недавно она показывала. Тоже с оборкой. Типа такого фасона. По колену. Вот. И сапожки у меня были. Да, икр кожаные. На сплошной подошве. Черная. Я их не снимала, ничего. Вот. И что, девочки, сижу, короче, я в шкафу. И слышу такое. Игорь, ты Олю любишь там? Тебе Оля нравится? Она над ним повисла там, села возле него. Он его лицом вот так повисла. И говорит ему. А он там что-то бу-бу-бу-бу, короче, ну пьянющий. Поцелуй меня, поцелуй меня. А он говорит, как же я тебя поцелую там? У меня же, говорит, все же Ольга есть. Угу. Ну, я знаю, ты ее не любишь. Она тебя все равно не видит. Люблю, говорит, я ее. Ну, так вот. Ну, так вот, знаете, как вареная курица. Угу. Вот говорят мужик и девочка. Пьяная баба, говорит, везде не хозяйка. А мужик пьяный, блядь. Он своему хую хозяин, что ли? Женщин обсуждают они, блядь. Пьяная баба, пизде не хозяйка, блядь, да? Вы слышали, наверное, да, такие вот термины, да? Мужчины говорят. А мужики пьяные, вот вы, мужики, вы своему члену хозяева, что ли, блядь? Вы вообще невменяемы, тоже ничего не соображаете. Вот. И, короче, это. И слышу, девочка не целуется в засос. Я, девочки, этого не выдержала. Я выскочила со шкафа. А она, как пиявка, к нему прицепилась, девочка. Я вот так ее беру за плечи. И вот так ее откидываю в сторону. Девочки, это надо было видеть. Его беру за шиворот. Поднимаю, так сажаю его на кровать, да? Отхожу назад. А вот у меня тоже кровать стоит. Ну, односпальные кровати узкие. Они раздвинутые. И с ноги его. Девочки, и с ноги ему вот по этому месту. Он, сука, вот так отваливается назад, да, падает. Я его опять за шиворот, короче. Сажаю. Тварь! Ему опять с ноги. Вот прям носком сапога. Под подбородок. Короче, он опять, короче, сваливает туда-назад. Я ему опять, короче, да. И опять с ноги ему. Короче, пиздануло 3 раза. Прям с ноги ему, да, на отмычь. Прям на отмычь, блядь. Кровище текет там что-то у него изо рта. Челюсть не сломала. Подходит она. Что ты делаешь? Убьешь мужика туда-сюда. Я говорю, забирай его. Он мне не нужен. Завтра я с ним подаю на развод. Одеваюсь и ухожу. Я говорю, ты для меня больше никто, и звать тебя никак.
Одеваюсь, девочки, ухожу, иду домой. Плачу, ну, обидно. А как же, думаете, девочки, не обидно, да? Мы только поженились, и вот такая история, девчонки. Иду домой, снежок идет. Такая, знаете, мягкая погода, ветра не было. Фонари везде в городе горят, мы же в центре жили. Снежок идет так тихо, так спокойно. Он так, прям, знаете, идет красиво, да, этот снежок. Не метели, ничего. Я иду и плачу. Потом слышу, через минут 5. Оль! Поворачиваюсь, идет метров за 50 от меня. Как побитая собака. Царство небесное. Я говорю, тебе что надо? Я его уж по имени не называла, Куваев говорю. Что тебе надо? Он говорит, ты подожди, я же тоже домой иду. Я говорю, иди ты нахуй. Возвращайся туда, откуда ты пришел. Я тебя домой не пущу. Я прибавила шаг, и он меня догоняет. Оль, прости меня, я же не понял, что это не ты. Туда-сюда, девочки. И первая ночь, знаете, как у нас прошла? Ну, я его, конечно, пустила домой. Я же не могу его на улице оставить замерзать. Сами понимаете, зима. Может быть, лето было бы, я бы его на улицу оставила. А в прихожей у нас стоял сундук. Большой сундук. Ну, где-то, наверное, с метр. Метр 20, наверное, он был длины. И где-то сантиметров 70 ширины, девочки. Прям в прихожей у меня стоял сундук. Ну, сундук такой, старинный сундучище, девчонки. Там все сложено было, что-то, ну, как вот барахло. Неважно. Я говорю, вот твое место, будешь здесь спать. И все. И он спал, скрючившись на сундуке. Я пошла спать, легла, значит, на свой диван. Потом встала с утра, смотрю, крючком лежит на сундуке. Проснулся. Оля говорит, я замерз. Я говорю, ну что, пошли в ЗАГС? Он говорит, зачем? Я говорю, разводиться. Он говорит, ты думаешь, это нормально, что ли? Мне было на тот момент очень горько и обидно, девочки. А что такая молодая, горячая была, да? А он меня просил прощения очень сильно. За все содеянное, и то, что он свалил, все то, что он был невменяемо, пьяный и все такое. Ну, девочки, я, конечно же, ему простила. Потому что он мне был неравнодушен. Вот, я к нему неровно дышала. Но я его любила тогда, на тот момент, конечно же, он мне нравился. И к Владику он очень хорошо относился. Он с ним нянчился периодически, когда с работы приходил. Он откладывал, он рисовал, был художником. Вот. Работу он приносил на дом, он ночью рисовал, бывало, да. Вот. Если Владке зубы на тот момент резались, и Владка начинал, короче, плакать иногда. Ну, был такой, когда вот зубы резались, да. Редко, но метко. Он бросал, откладывал все свои дела и нянчился с ним. Вот так возьмет его на руки, да. И вот так, как вот так вот с ним. Баран, бляшный диван. Баран, бум! Лоб об лоб с ним. Знаете, девочки, вот так. Вот, возьмет за подмышки это, да? Вот так с ним. Баран, бум! А Владка смеется. Улыбку душей, хоть завязочки пришей. Ему так это нравилось, вот этот баран, бум. Он с ним постоянно забиякался. Игрался. Ну, конечно, к ребенку он к моему очень хорошо относился. Ничего не могу сказать. Ты, говорит, спи, говорит. А я, говорит, его покачаю. Ходит вот так. На плечо его положит, он на плече спит. Ну, зубики болят, режутся, конечно же, это десна, да, неприятно же ребенку. Он его успокаивает. А мне же тоже хочется вздремнуть. Я потом подремлю, а все равно душа болит. Просыпаюсь, глаза открываю, я говорю, дай мне его сюда. Ты ложись спать давай, а время 2 часа, а ему 8 часов на работу идти. А у него еще там эти заказы, там какие-то деревяшки притащил, вот такие овальные для подарков, там какие-то цветы красил. Ну, рисовал красками цветными, девочки. Какие-то заказы там были. Ой, я уж не помню. Ну, что-то рисовал он там, девочки. Техникум рисовал, короче, там такие вот эти вот большие картины эти. Вот так, девочки.
Такая, девочки, история. Вот так, девочки, мне изменил. Не изменил, а пытался изменить мой первый муж. Спасибо вам, девочки. Я позавтракала, я буду собираться. Мне нужно уже ехать, время идет. Надо почистить рот, сполоснуть зубы, выпить одну таблетку, убрать посуду. Поеду я, девочки, за загранпаспортом получать. Надо сегодня получить, девчонки. Потому что скоро уезжаю. Дела, девочки, труба зайдет. Сегодня очень был хороший дождик, сильной ночью. Прошел, гремел гроза, гремел гром. Да, хорошо пролила, девочки. Я очень сильно довольна, конечно. Сейчас такая свежесть. Не знаю сегодня, какая будет погода. Но погода идет на убывание. Чему я очень рада, девчонки. Ладно, всем спасибо. Всем бай-бай.